игры, техника и другое. Yes. Как создать мультизагрузочный USB в Sub-17 и использовать его и на Legacy BIOS, и на UEFI. Итак, вот мы создали сборку с помощью SUV. Я снимаю на камеру, а не на этот экран, потому что буду ноутбук показывать. Вот у нас тут вот так, и мы выбрали нужное устройство. Вот такой датчик. Казалось бы, ничего сложного. Как сделать так, чтобы он догружался и там, но никак. Либо на новом ноутбуке UEFI, либо на старом Legacy BIOS. Вот, и его можно переключить. Это чтобы было все нормально, Linux облаков не должно быть. В программах должно быть вот это. DOS должен быть выключен окроны все. Вот. Но они потом будут доступны в другом месте для установки. Вот. Мы создали USB-версию и нажали кнопку «Изменить», а потом нажимаем «Пересоздать загрузочное меню». Вот. И потом мы эту кнопку будем еще раз нажимать. По умолчанию программа делает MBL. А если до нового компьютера, то надо переделать в GPT. Вот, то есть мой новый ноутбук не загружается. Если тут MBL, а старый загружается. Здесь создается два раздела. Программы 17-я версия SUV. Вот, и первый раздел и второй. А потом можно еще добавить этот раздел и галочку форматировать не ставить. Тогда тут еще можно будет файлики как-нибудь разместить. Либо разместить их на этом разделе в папке «Мои файлы». Но сейф это не я сделал. Вот файлы у меня тут. Вот такая штуковина. Теперь мы сможем, если мы BL-система, то старым компьютер можем загрузить, а если новая, то GPT на новом. Сложно воткнуть, никогда не попадаю. Первый он тут стоит. Ну, я захожу на всякий случай. Разбрасывается. И он загрузился. Вот, можно выбрать все подряд. Минус 10 это ноутбук не поддерживает, на минус 8 поддерживает. Вот и все загружается.
новом ноутбуке теперь этот диск загружаться не будет. Вот это загружается, он запрашивает нам информацию. Бывает долго, бывает не очень. Вот он в списочке есть. Вечно все размыто. И теперь он запускает загрузку и загружает WinBook, который обратно установлен на ноутбуке. Вот. Не то получилось. Теперь берем AOMI, тут его можно запустить вот отсюда. Дополнительно и вот здесь он есть. 8.5 версия. Такаем. Преобразовать GPT. Окей. Применить. Теперь открываем SUV. И тут выбираем наш дисочек. Она тупит, надо обождать. И нажать это дело. При этом способе у нас жесткий диск рефреска или SSD-шник не форматируется, данные не теряются, и это можно выполнить относительно быстро, ну то есть минут 5. Вот, к сожалению, такой косяк. В 17 версии нет тут выбора, и тут нет выбора, а в 16 был. Вот, однако если флешка под 32, то Windows 11 на нее не запишешь, потому что она очень большая. Больше 4 гигабайт нельзя записывать под 32, поэтому приходится выбирать либо так, либо так. А тут NTFS и под 32 раздел, который загрузчик. Под 32 раздел, вот этот, на нем находится загрузчик. И вот загрузчик тут есть. Boot и групп Microsoft используется загрузчик групп 2. Теперь можно сделать дело. То же самое. Ну а теперь у меня есть выбор, что появилось. Дополнительно это Сергей тут поставим, и вот есть установка Windows на английском. И теперь он загружается на новом компьютере, но старом загружаться не будет. Вот такие дела. Здесь можно установить от Windows 7 до Windows 11. То есть либо XP и другие системы. Не знаю, какие могут быть. Вышел не получается делать. Либо вот эти. Это наблюдается. И
Вот тут написано загрузка завершена. И теперь мы можем тут устанавливать. Но вот эта версия. Но на USB диск установить нельзя будет. То есть это мы делаем на компьютере, в котором надо установить Windows. Вот. Либо делать на обычном компьютере, то есть на чужой диск, если делать это. Тогда надо к обычному компьютеру подключить SSD-шник или жесткий диск через SATA. Без переходника, то есть. И там можно будет устанавливать. Теперь что будет, если GPT его сделать? Так, он не загружается через Legacy boot, а через UFI будет загружаться. Вот, так-то. То есть в обычном компьютере у меня есть возможность загрузки. Ну то есть и в этот UFI, и в этот Legacy режим. А на ноутбуках только один режим, либо старый, либо новый. У меня ноутбук новый даже MBR не видит. Только GPT. Об этом и речь. UFI. Вот. Выберем это на этот раз. Тут будет чуть-чуть по-другому. И все загружается. Надо обождать чутка. До 3 минут. Готово. Наш диск. Это мои дисководы и диски обычные. Все остальное загружается и все хорошо. Вот так вот. Я думаю, лучше все-таки. Я думаю, лучше делать как в этом видео. Потому что если форматировать FAT32 и NTFS капацитет с этим делом, то данные придется заново на диск копировать. Вот. И это не очень хорошо. А так мы никакие данные не теряем, ничего копировать не надо, не нужно совсем. И все хорошо. Вот и все. Всем пока.